Обувь Dior. Смотри, даже коробка вот какая-то кожаная. Смотри, какая дичь. Вот это самый подделываемый бренд 2023 года. 420 юаней. 5000 рублей. Как это поведет тебя через год? Это что за ерунда? Слушай. Ребяшки, hello, как говорится. Приветствуем в Китае, город Гуанчжоу. Сегодня у нас непростая, но очень практичная и важная тема. Цены на кроссовки в Китае. Почему именно в Китае? Потому что оригинальные кроссовки, вот прям 100% наверняка можно сейчас купить где? В Стамбуле, в Дубае и в Китае. Из таких мест, куда недалеко, относительно недорого добраться. Ну еще, наверное, Казахстан, Армения, Азербайджан, это тоже без проблем. Но массовые направления — это вот Китай, Дубай, Стамбул. Здесь кроссовки в наличии, их много, любые модели. И тут вот 100% будет оригинал в фирменных магазинах. Но тем не менее, вся эта история, почему мы решили снимать этот обзор, началась с того, что, помните ситуацию с Poison где-то в Африке? Что такое Poison? But this is Poison. Poison store, Chinese. Alright. Ну, человек просто продает, и ему начальник магазина сказал, что это оригинал. У меня вот кроссовки, вот эти New Balance, да, я купил их там с Аказии в Америке еще много лет назад, но вот Кирилл решил тоже купить себе такие же кроссовки, и вот они. Он заказал их на Poison. Во сколько раз дешевле? Как может быть оригинал в магазине, в New Balance, и кроссовки на Poison, та же модель, в 1,5 раза? Ну как? Отсюда возникла мысль, что, возможно, это не оригинал. Сегодня мы находимся в Китае, откуда родом тысячи фабрик, которые шьют оригиналы и не только. И посмотрим цены на оригиналы, цены на неоригиналы. Постараемся разобраться, как их отличить, и поговорим с человеком, который в этом понимает. Начнем с оригинальных магазинов. Nike, Adidas, Fila. Посмотрим, что к чему, и потом поедем на рынок. Обзор. Поехали. Ребятки, начнем с магазина Adidas. Не уверен, что там можно снимать, но пока что нас отсюда не погнали. Это, кстати, приятный момент в Китае. Вот у нас довольно такая весомая техника, но ни разу к нам не подошел ни один охранник, ни девушка из магазинов, никто. Пока все тихо. О, кстати, пока не забыли, на ВК-видео вышел эксклюзивный обзор про рынок ткани в Гуанчжоу. Если вас интересует одежда, хлопок, лен, что там еще бывает? Платье из крапивы? Да. Это натурально, поэтому 45 юаней стоит только метр. Большой интересный материал, ссылочка внизу, рекомендуем посмотреть. Вот, начнем. Смотри, какая дичь. 2199 юаней. Это Стелла Маккартни, чувак. Ну, ясен пень. Вот это явно дешевле. 799. Pure Boost, бустовские кроссовки 899. Беговые модели 699. Пойдем на второй этаж. Ихал. Это одна из самых странных моделей, прикинь. Весной в таком по Москве ходить. Отходите, ребята, отходите. Потом выковыривать зубочисткой все это оттуда. Стоит 1699, недешево. Вот смотри на швы, все вот эти вот нюансы. Я бы предположил в любом другом случае, что это, если бы мы не были в магазине, что это, наверное, что-то как раз с рынка привезено. 1799. Вот это должно быть дорого. 799? Что-то я в кроссовках не понимаю. Это как так? 1299. Чего только сейчас не делают. Пойдем в Nike зайдем и Филу. Максим пишет: я извиняюсь, раньше ехать 40-50, Максим опаздывает. 55 секунд, идем в Nike. Михаил, what is the most expensive? Что? Это история кроссовок. Это же первые Джорданы. Фильм смотрел? Что ты об этом скажешь? Мы назвали их Air Jordan. Окей, что по ценам? 399. Блин, материал в 2 раза меньше, а по цене не сильно дешевле получается. Это тоже Jordan? 899. Во, это наш вариант. 1099. Nike уже, да вообще бренды кроссовочные не стесняются ничего выпускать. Самые дикие дизайны, лишь бы новый классик, ребятки, классика. 999. Это Jordan. Спускаемся на первый этаж, там обычная Nike. Новый Model 3. Видали? Были вот такие фары, стали вот такие. Внутри почти такая же. Что за фигня, чувак? Представляете, вот вы ночью спите, кто там искусством увлекается, проснулись ночью воды попить, и вот на вас вот такая штука смотрит. Мне кажется, подпрыгнул бы с кровати. Nike. 1399. Это беговые. Ну вот, опять же, смотри, надпись
точка, видишь, между Wake. Увидев это на рынке, я бы подумал, что это не оригинал. 699, 799 классика. Nike Air Max. Вот эта дичь тут тоже есть, ребята, смотрите. Причем, слушай, смотри какая подошва. Как это поведет себя через год? Это что за ерунда? Слушай. Это шнурки, чувак. А как расслабить их? Мишлен подошва. Окей. Да, назад отщелкиваешь. Слушай, я как-то отстал от жизни. Какие вещи вообще делают? Made in China. Все кроссовки китайские. Лего, Гэп. Вон Гэп. А в Ленинг бы неплохо тоже зайти. Михаил. Ну вот китайцы. Делали для Adidas, Nike, Fila и так далее. Потом решили, да будем делать сами. И сделали бренд Ленинг. Они сборную Китая снабжают. Денег стоит... Вот 1199, чувак. Дороже, чем Adidas, между прочим. Обычные кеды стоят 599. Те же цены Adidas. Никакого дисконта. Собственный бренд. Подожди, в смысле Volvo? Вот Skechers магазин. Вот Lego. И тут внезапно Volvo. Легендарный автомобиль EM90 в 2 раза дороже Zikra и в 2 раза медленнее Zikra. Так как у него с Zikra 009 абсолютно одинаковая подвеска, одинаковые размеры кузова и одинаковая снаряженная масса, да в этом просто нет смысла. Вот, еще магазин Анта, у них тоже написано, что они как-то сотрудничают со сборной Китая. Я понимаю, что дизайн дизайном, но прикинь, вот ты бежишь в этом по лесу, и у тебя какая-нибудь палка здесь застрянет. 2599, чувак, рекорд. Такого еще не было. Даже в Адидасе таких кроссовок Стелла Маккартни не было. Выбор какой-то сумасшедший. Ты голову сломаешь, когда кроссовки себе выбирать. Они вот все настолько разные. Смотри. Поехали. 3 минуты спустя еще один магазин Adidas. Только специализированный, посвященный футболу. Бутсы сколько стоят? Интересно? Новая модель. Хищник называется. 2499, прикинь. Тяжелые такие. Это уже для помещений. 599. Тоже хищник. Accuracy 3. Шнурков нет. Смотри, какие штуки сделаны. Вот это имеет какой-то функционал? Погоди, тут же переход подземный. Наверняка в переходе тоже что-нибудь продают. Деньги есть? Тут поэтому по Алипею. У меня вот юань есть. 1. Как фактит. Кроссовочки. Ну вот, пожалуйста, отошли буквально 3 минуты от торговых центров и начинается... Оу, 99 юаней. Шов лучше, чем в Адидасе на кроссовках. Идеально ровный шов. Нигде ничего не торчит. О, вот она классика-то. Видишь? Адибос. Мы мечтали его найти, мы его нашли. 99 юаней за Адибос. Ой. Окей, ты сядь. Так, все, поехали на рынок. На рынок, поехали. Ребяшки, Максим. Салют. Привет. Ты любитель кроссовок, ты вчера сказал. Сегодня я не Balance, да, чтобы все было. Где ты их покупал? Ну, конечно, в Китае. Сколько стоит? 999 юаней были. Это оригинальные кроссовки? Ну, конечно. Почему так уверен? Потому что я покупил их в магазине. В каком? New Balance? Да. Кроссовки с Poison. Так. У нас была большая дискуссия, мы как-то рассказали, что Poison это магазин копий, я сказал. Китайский сайт, где эти реплики. И я 50-50 согласен. Вот. Как в Китае кроссовки, которые сделаны в Америке, могут стоить дешевле, чем в американском магазине? Не, понятно, что Tesla тут тоже продается дешевле, Да. но таки Tesla сделана в Шанхае. Если мы говорим про Poison, Да. Poison говорит, что заявляет, Да. что они все перепроверяют. Ты должен быть на 1,000,000% уверен и спокоен, что это действительно оригинал. Так они заявляют. Поэтому везде Да. есть бирки, Вот это вот, QR-коды да, там и так лычка, далее. да. Но мы в Китае. Кирилл Лотерея, сказал, что он да-да-да. читал историю, что какие-то ребята, это не ребяшки, кстати, уже, чуваки на Авито научились лычки снимать поизоновские и вешать их на свои кроссовки. Было дело? Я как понимаю, что есть китайцы, которые подделывают
Есть такие китайцы, да. Но я тебе так скажу, что мы сегодня посмотрим. Вот это будет очень интересный выпуск для меня, потому что я не был на подобных там рынках и производствах там, и так далее с 2017 года, с момента, когда я сам занимался не оригиналом. В том числе кроссовками. Это начиналось с кроссовок. Вот. То есть вот тут я расскажу историю, как это было, различия там и так далее. На самом деле ты можешь понять, что такое оригинал, что такое нет, по базовым каким-то критериям. Но Poison — это вот просто тайна, покрытая мраком, но вроде бы, конечно, люди говорят, что это оригинал. Ничего утверждать не будем. Но вот Не на знаю, конкретных не примерах у нас закрались сомнения какие-то. Когда мы будем смотреть кроссы, которые реально не оригиналы и Да. супер дешевые, первое — это запах. Запах клея будет максимально токсичный, то есть он будет прям неприятно высокий. То есть первое, на бренде не экономим, потому что они никто. Второе, на материалах. Визуально ты смотришь, ну вроде бы то же самое, но ты Да. почувствуешь это в деталях. Буст всегда будет разный. Он будет разваливаться, например, адидасовский. Сейчас смотрели, да. Оригинальный мой буст, я ношу кроссовки 3 года, я в них бегаю, я просто их уничтожаю. Или кроссовки, которые ты купишь не оригинал, они стопудово, стелька пойдет, стелька вот так начнет выворачиваться, это факт. Я Как могу в все фильме рассказать, с Ван Даммом смотрел? Как он обогнал нас? Хороший вопрос. Наверное, это Пума все-таки лип. А это что там у тебя, Nike? Это оригинал. Кстати, Так. купленный с Taobao. С Taobao? Да, но а это Taobao это оригинал? Тимола официальный сайт. А что, на теннис ездил? Да. Те, кто Красавчик. играет в теннис, напишите мне. Вот, кстати, кроссовки. Рассказываю свою историю, темную историю моей жизни. Себестоимость была 700 рублей. И я покупал сразу же оригинал, и мы их прям смотрели полностью. Я до сих пор не понимаю, в чем разница. Эти куплены на Poison. Непонятно вообще, в чем разница, какие оригиналы, какие нет. Что здесь лопается у оригиналов, Да. что здесь лопается. Без разницы. Ты все равно не понимаешь. Да. Это слишком простая позиция. То есть Да. очень такая, с Легко 66-го подделать. года, да. Это же вот эти... Закрывай. А это же венс падают всегда на подошву. О, кстати, они упали на подошву. Да? Кстати, реально упали на подошву. Расскажи, пожалуйста, о твоей истории взаимоотношений с кроссовками. Кросс вообще на самом деле большая тема, потому что начинали мы заниматься в 2016 году. Чтобы вы понимали, я на Авито развозил кроссовки не оригинальные, вот так, в дома людей, и отдавал и продавал им на месте уже. После этого мы открыли магазин, и первое, что мы сделали, мы закупали неоригинальные кроссовки и одежду, либо одежду ноунеймов. И это, конечно, гигантская история была профитов, потому что ты купил за рубль, продал за 3, порой за 5. И фейки раньше, конечно, имели какой-то сумасшедший масштаб влияния, и люди просто хотели... Люди не то чтобы хотели, они просто не заморачивались. Оригинал, не оригинал не имеет никакого значения. Сейчас все как бы понимают, что есть там причастность и так далее, поэтому покупать оригинал, не оригинал, это уже выбирает человек по своей, не знаю, уровню своего восприятия, то есть насколько ему там Воспитание. будет приятно. Воспитание в целом, мне кажется, наплевать, а вот восприятие, то есть ты надеваешь кроссовки неоригинальные или неоригинальную обувь, например, вот там, даже если мне скажут, что я на заводе купил сейчас во второй смене, это один в один как оригинал, я это не буду покупать. Где мы находимся? Мы находимся на месте недалеко от железнодорожного вокзала Гуанчжоу, и здесь большая концентрация рынков, больше 30 рынков находится. 30 рынков. Да. Слева от нас рынок спортивных товаров, Так. там тоже есть и оригиналы, не оригиналы, все в кучу. Ну вот смотри, подожди, я тебя перебью. Мы находимся рядом с центром Гуанчжоу. Вот центр, вот там вот полиция, все красиво. Да, это- Здание, официальный стадион там какой-то. И ты нам открыто рассказываешь про рынок копий. В том числе люксовых товаров из местных брендов. О, красавец. Это вообще, то есть, как? Я думаю, что Как-то оно вот не бьется как-то, да? вот есть понятие «одна страна, две системы», это про Гонконг, то же самое здесь. То есть китайцы играют в социализм, и коммунистическая партия там всем заправляет там, и так далее, но на самом деле тут капитализма куда больше, чем социализм. Социализм ты видишь в безопасности там, и так далее, которые они там организовали правила и выборы и тому подобное, а все остальное, все пропитано капитализмом. Поэтому, хотят торговать, экономику развивают. Не, капитализм ок, но есть же какие-то правила приличия. Правила приличия не выставлять это открыто и не торговать где попало. Есть для этого специальные места. Вот Но они все об этом специальные. знают. Конечно. Хуймэй. Сейчас будет шарик. Это самое просто сердце Ты чё, неоригинального Гуанчжоу. стоп. Это что? Карго? Россия. А смотри, вот 1-3 дня. смотри, через улицу, вся Да. улица Карго, и там будет примерно компании 100. Но мы можем потом по ней прокатиться. Тут вообще много что будет на русском. Ну, на Карго все улицы, все на русском китайцы будут разговаривать. До единого. Потому что это все северяне, те, кто при приграничном Китае расположен, рядом с Хабаровском, Владивостоком и другими городами.
Нравится. Си-си. Окей. Это место противопоказано интровертам. Какая-то тут суета. А тут хоть что-то оригинальное есть? Да. Что? Еда. Еда. Да, только хотел сказать, еда. Вот стиль-то где? Ай-я. Тампьяуля. Слушай, мы начали с того, что безопасно ли здесь. Потому что в Индии я ходил, все к себе прижимал. Мне кажется, можно просто... Тебе дает? Да. Вот, люди тоже ходят, смотрят. Тут уже начинаются изики. Изики — это самая распространенная, простая история. Вот подожди. Изи-бусты. Ну, это же вот похоже на оригинал. Да, ну ты же не видишь, что тут написано Easy Boost. Это самый дешевый такой вариант. Я бы подумал, что это оригинал. 120 юаней. Сколько? 120 юаней. 120? Да. Я тебе серьезно говорю, мы зашли в магазин Adidas. Там вот такое же, вот, ну, все как попало. Даже это выглядит лучше. Но обрати внимание, Легкое. Тот же этот поролон нет, пенопласт. буст нет, потому Да. что это просто буст наклеенный. Да. Его как такового там нету. Но Нет про... визуально Да. он будет одинаковый. В чем будет разница? Когда вы будете носить Да. стелька вот так вылезет сюда, это я вам железобетонно говорю. Так, Но в целом в другом отличие будет тяжело найти. 90 юаней, если мы покупаем 50 пар. да как можно за так дешево делать так хорошо? Объем. Все объем. Тайгер, а не Цука? Не, ну вот эти хорошие. Подожди, было 220 только что, Не-не-не, а сейчас уже 150 накинули. 220 это стоимость за оригинал, хотел сказать. За одну пару. Да. А за 50-30 пар будет цена 150. Но я скажу, Есть что это скидка. невыгодно. Это невыгодно. Там есть Почему? другое место. Это попсовое место. Но вот Onitsuka Tiger на самом деле это не сложная позиция. Самая подделываемая обувь в мире это Nike Air Force. И смотри, полицейский идет. Вот, а ты говоришь, что... Да. Опа! Нравится. Это курьер, причем привез, посмотри, он просто оставил. А можно открыть? Обувь Dior. Смотри, даже коробка вот какая-то кожаная. Коробка будет, я думаю, что один в один. Коробка, документы, шилдики, сертификаты, все будет внутри, как в оригинале. Сертификаты еще будут? Все будет внутри, один в один. Даже качество сертификатов иногда, ну за не качество, а Что, материалы. пошел? Да, все. Типа все? Причем есть QR-коды, у тебя абсолютно все повторяет, как оригинал. Дети тут едят. Вот посмотрите, это магазины, ну очевидно же, что тут что-то продают, но Да. они специально выставляют, как будто бы ничего нет. Смотри, например, компания Sentence. Какая? Это худи, это свитшот примерно 40-50 стоит, если не больше. Полтос вот за это? Но вот это самый подделываемый бренд 2023 года. Сколько стоит? Вот это вот здесь. Как решит вопрос? 160 юаней. Сшить такое будет стоить примерно, ну, 2 разницы, может быть, даже больше. Это, блин, похоже на оригинал. Вот на патриарших ходят люди вот в таком. 320 юаней вот этот комплект. А это еще и за комплект. Комплект, да. У нас вообще-то речь о кроссовках. Где кроссовки-то? Оно. Мы вот такую же фигню, в хорошем смысле, видели в магазине Balenciaga в Шанхае. В оригинальном. Сколько там стоило? How much for these sneakers? 9,900. Alright. Чекай, что тоже очень. Сыпа. 420 юаней. Тоже яма. 5000 рублей. Это 300... Ой, 580. Это тоже Balenciaga, видишь, на... Тоже Balenciaga? Да. Но это одна из моделей, которая вот выходила последняя. Видишь, она тут. А, Balenciaga. Все чуваки. Столько иностранцев вообще. Куда ни посмотри. Это мало. В обычное Мало? время здесь в десяток раз больше. То есть иностранцы, вот все вот эти вот благородные нации, они сюда тоже приезжают и не парятся на тему того, что закупается здесь. Ну, Versace ты имеешь в виду? Ну, это уже похоже на оригинал. Вот прям похоже. А Gucci не пробовали просто здесь ездить подделки закупать и у себя продавать? Вот и весь бизнес. Бренд уже сделали. В Италии дороже. Покупая бренд, ты покупаешь причастность к определенному клубу людей. Когда ты покупаешь не оригинал, ты становишься участником вот этого клуба рыночного. Да, оригинал причем. Это оригинальный магазин, если вы вдруг не заметили. Я вижу, да, Все атрибуты оригинального оригинала. Лора Пьяна, Summer Walk. Ну вот, если бы это на Тверской стояло,
за 70, какой 70, там, наверное, 170. Я думаю, даже не 107. Ну вот здесь же ничего нет такого, что может смутить. Ну ничего, ну шрифт нормальный, швы нормальные, подошва. Да, я скажу, Даже что... есть рельеф на подошве. Вот хорошие ботинки, обрати внимание. Так это же тоже, это подделка. Это Timberland. 395 это админ, FIFA. Ботинки называются Академик. 310 стоит опт, 395 стоит розница. Вот Balenciaga. Вот тебе какие Birkenstock. тапки крутые. Это же не просто такое сделать. Форму Очень нужно. просто. Очень Кроксы просто? очень дешевые. А, я видел, как индусы кроксы делают. Смотрели? Чтобы вы понимали, 80 стоит цена. Но это капец, это, блин. Я Копеечная, думаю, да? себестоимость тапок этих 150 рублей, не знаю, сколько, 100 рублей. Рублей, 150 Ну, конечно, рублей. копейки прям какие-то. Смотрите, Да. вот получается 8, 9, 10, 11, 12. Так. Это уже отдельные бутики идут, которые можно было раньше, я сейчас не знаю, можно зайти попробовать. Можно было купить не оригинал. И часто владельцы этих бутиков были русскоговорящие люди. На одной территории здесь примерно, вот там рынок часов, здесь рынок ноунеймов и неоригиналов. Тут оригиналы вперемешку с какими-то упаковками. Короче, вся большая территория, примерно 5 километров окружность, это будут рынки. В России? Да, да. Слушайте, а вот здесь, блин, раньше были вот с оригиналами магазин, куда не переехали? Не Просто 3 оригинал. года. Как канал называется? А вы тоже говорите по-русски? Мы с России. Покупать что-то приехали? Оптом? Ага. Удачи. Спасибо. А вы что тут делаете? Первый раз тут второй день. Тут первый раз, второй день? Да, второй день. Закупаетесь? Да, закупаемся. Кроссовки, Да. одежда, Нет, обувь? В этом базаре я не нашел. почему Да. надо. А что ищете? Классическую одежду. А, Говорю, костюмы? да. В этом базаре я не нашел. Да. Вы обувь где покупаете себе? Это я покупал в Штатах. В Америке? Да, это я покупал. За в Штатах. сколько? Ну, там было скидки вроде $60. Осторожно. 60 баксов? Да. Я так не любитель покупать одежду. Я люблю Да. более покупать и продавать. А покупать и продавать? Ладно, удачи вам. Вам Спасибо, спасибо. Очень рад вас. Спасибо. Да. Салют. Что тут делаете? Учимся. Учитесь? Чему, учиться. чему вы же вот здесь вот вы учитесь? Расскажите-ка. Бизнес, на что-то жить же надо. А вы откуда? На Иркутск. С Иркутска. Мы тут моральные какие-то аспекты пытаемся затронуть. Что здесь обувь продается, Аницука Тайгер японский, мы только что кеды видели. Оригинал стоит там в юанях 800-900 юаней. Здесь стоит 150, но их не отличить. И люди приезжают и говорят, оригинал с Японии. И ведь не отличите вправду. Вот что вы об этом думаете? Так, надо подумать, надо как бы это все обосновать, да? Не, ну почему нет? Чувак, ты чё? Джентльмен, Всё, удачи. спасибо большое, удачи. Да. Удачи с учебой. Другое дело. Тут уже никто ничего не стесняется. Опа! Оно? Ну и чё? Вот ваш Poison, держи. Это просто на самом деле шилди, который ты можешь поделать, потому что он не будет биться. Окей, окей. Иди сюда, зайди. Смотри, возьми, держи. Вообще не отличить. Вот это в магазине видели. В Адидасе один в один. Блин, тут чего же должен? Сколько Адидас стоили? Adidas стоили сотку, но это дорого, я считаю. 100 юаней? Ну да. Вот этот Адидас? Да. Мы говорим здесь все только опт. Опт это 12, это одна коробка. В одной коробке 12 пар. Это по цене одной пары в Адидасе оригинальной. Я готов себе на год взять вот этих вот 12 штук. Ок. Нормально, на 3 года вперед каких-нибудь. Их вообще же не отличить от оригинала. Ну вот эти я не согласен, эти мне не очень нравятся. А вот Balenciaga, которая была близка к этому, Balenciaga оптовая цена, ну где-то 5000 рублей. Но люди А в в Москве рознице сколько? покупают за 100 плюс. 15-20 вообще без проблем. Вот эти кроссовки, я сегодня про них говорил, я ношу их уже 3 года. У меня такое, как бы, больше негодование внутреннее, потому что... Но я не хочу тебе говорить. Ну скажи. 105. Но тут, смотрите, есть все. То есть они договариваются с компаниями. Например, у нас есть Balenciaga, у нас есть Nike, у нас есть Louis Vuitton, Hoka. Даже Hoka поделывают. Производители фейка не смогли подделать текстиль по цветовой гамме. Когда технологические кроссовки, их тяжело подделать. Почему я говорил про Vans, они легкие сами по себе. На самом деле, в Balenciaga, честно, ни хрена технологичного нету вообще. Они сложны в исполнении, но у них технологичности никакой нету. Это примерно тоже 300-400 юаней.
самбо и все, что с кедами сейчас, которые популярны, я думаю, это в районе 100-130 юаней, не больше, это максимум. Если мы говорим про более сложные позиции, 180-200 юаней. И если мы говорим про, опять возвращаемся к этому, вот это очень дешево, это будет сотка где-то. Ага. 100 юаней изики, потому что они прям простые в исполнении. Есть Balenciaga и Да. вот есть Gucci, видишь, коробки. Прям коробка Гуччи. Ёшкин. Ну-ка дай. Пыльник, все есть. Что есть? Пыльник. Пакетик даже? Там все фирменный, должно. да? Не, ну это дешево. Я на самом деле тебе скажу, что есть покруче. Держите. Да. Спасибо. Ну вот то, в чем вся Москва ходит, по патриаршим, типа модная. Вот они, пожалуйста. А лычка-то голубая. А почему у них лычка Poison? Ты можешь спросить? Ну, просто как... Что значит просто? Чекаешь, это ума. Она на Poison не продает, но она делает... Она просто, короче, шилдик этот наклеила, грубо говоря, и все. Она сейчас стесняется, и она прям вот так стоит, ждет. Там уже сообщение идет по всему рынку. Они стоят 100, но я думаю, что она стесняется. Да, но я не верю, что 100, я думаю, что меньше. Пойдем, отойдем. Я думаю, юаней 90. 90 юаней. Сегодня мы смотрели. О, оно. Вот пойми разницу. Оно. Вот так Да. согнуть, на самом деле, если подошва очень мягкая, это первый признак того, что очень дешманские. А они не мягкие. Ну, эти. Вот это уже нормально. Но внешне слишком грубая замша. А где цена? Цена 60 юаней. 60 юаней. А, пойдем. Все, уходим. Твои выводы, что скажешь вообще? Мы с точки зрения... Прикольно, что я с этим стаканом стою, как неприкаянный. Человек получает 67 тысяч рублей. Зашел в магазин в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, неважно, центральной улице, там кроссовки за 25 тысяч. Ну, как-то дороговато, знаешь ли. Зашел доска объявлений. Че, говорит, я с Америки привез. О, значит, дешевле. Это И вот он ему вот это вот приносит. вопрос твоей личной жизненной миссии и стратегии. Если ты хочешь кого-то обманывать, это одна задача. Если твоя задача открыто продемонстрировать, что это копия высокого качества, ты хочешь продавать их для каких-то Это людей. ты опять продавца говоришь, а покупателя. Вот мы с Кириллом говорим, хотим кроссовки купить. Как сейчас покупки Ну, в 2024 году? Смотри, как покупать? Poison на самом деле, я говорю, что я покупаю, но я не уверен, что все там оригинал. Но то, что я покупал, ты можешь посмотреть рейтинг продавца, либо его карточку. Вот я, например, покупаю обувь на Тимоле. Тимол продает оригинал. Это типа Taobao на максималках. То же самое Taobao, только там оригинальные бренды продаются. Почему ты так уверен? Потому что там официально туда зайти другой человек не может. Ты не можешь туда зайти продавать Gucci не оригинал. Но когда я спрашивал у оригинальных магазинов, например, New Balance, Да. расскажите, что это за магаз, можно ли там купить? Они такие, мы ничего не будем говорить, мы не знаем. То есть они тебе не говорят, что не оригинал, и не говорят, что оригинал. Они просто говорят, мы не знаем. Мы не знаем. Но я допускаю, что это просто сниженная цена, и люди зарабатывают на какой-то минимальной комиссии. Поэтому Poison в большей степени Ориго. Есть какие-то кривые моменты. Уходим. А? Они вызвали спецназ, побежали А отсюда. мы уже стоим здесь. Он за нами идет. Бежим скорей. Для тех, кто смотрит это видео и собирается запускать собственную торговую марку, вот это на самом деле то, что реально начинает двигать прогресс создания собственных торговых марок. Это вот весь блок, о чем я веду, создание собственных торговых марок. Потому что можно на территории Китая создавать что-то другое, свое. New Balance здесь живет, здесь, во Вьетнаме. Made in USA написано. В зависимости от того, где купил. А у тебя где написано? USA написано. А у меня, Вот, а у Made in меня- USA у меня написано. Китай. Ну как, блин, они А у меня стоят Китай, дешевле. видишь? Made in China. Чем США? Как? Дешевле стоит, чем в Америке. Кроссовки сделаны в Америке. Вот, все. Опять такой ступор мозговины. Я не понимаю. Это тема для отдельного обзора. Кроссовки клевые. Nike Jordan. Jordan, да. Hello? Where are you from? А? Jamaica, вау! Why, yeah. Ребятушки, будьте внимательны. Вот Максим, у него есть свой блог. Посмотрите, наверняка будет полезно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ждем ваши комментарии. Китай, непростой Китай, но очень интересно. Увидимся. Пока. Пока-пока.